Под нашими ногами, под древними городами, горами и пустынями скрыты километры туннелей. Некоторые из них настолько сложны и точно выполнены, что современные инженеры задаются вопросом, как это вообще возможно без современного оборудования? Сегодня мы спустимся под землю и посмотрим на то, что официальная наука пока не может объяснить. Туннели под Гизой. Подплата Гиза в Египте, где стоят знаменитые пирамиды, с помощью сейсмического зондирования были обнаружены обширные подземные полости и коридоры. Египетские власти ограничивают доступ к ним, что само по себе порождает вопросы. Независимые исследователи, которым удалось побывать внутри, описывают идеально ровные стены, высеченные в известняке с хирургической точностью. По некоторым расчетам, чтобы создать подобные тоннели вручную, потребовались бы тысячелетия. Деринкую, Турция. В 1963 году житель турецкого города Деринкую, делая ремонт в доме, случайно пробил стену и обнаружил за ней коридор. Этот коридор вел в один из крупнейших подземных городов в мире. 18 уровней вглубь, вентиляционные шахты, конюшни, церкви, системы водоснабжения. Город мог укрывать до 20 тысяч человек. Официальная версия – ранние христиане прятались здесь от преследований. Но геологи указывают, некоторые уровни вырублены в породе, которая стала твердой, как камень тысячи лет до нашей эры. Кто начал строительство на самом деле? Туннели Хабгут, Эквадор. В джунглях Эквадора в провинции Морона-Сантьяго местные жители давно знали о системе туннелей в горах. В 1970-х годах туда проникла экспедиция под руководством аргентинского исследователя Хуана Морича. По его словам, туннели тянулись на сотни километров, имели идеально прямоугольное сечение и были явно созданы не природой. Внутри он якобы обнаружил золотые артефакты и библиотеку металлических пластин с неизвестными письменами. Правительство Эквадора засекретило дальнейшие исследования. Что там на самом деле? Подземелье Мальты. Мальта, маленький остров, но под ним скрыт огромный лабиринт. Гипогей Халсов-Лени – подземный комплекс, вырубленный около 5000 лет назад. Акустика внутри него настолько уникальна, что звуки определенных частот резонируют так, будто вы находитесь внутри живого существа. Ученые измерили, частота 110 Гц вызывает измененные состояния сознания. Случайность или древние строители знали о нейроакустике больше, чем мы думаем. Туннели под Теотиуаканом. В 2003 году под пирамидой пернатого змея в Теотиуакане случайно был обнаружен закрытый тоннель. Мексиканские археологи потратили 10 лет, чтобы добраться до его конца. Внутри нашли тысячи ритуальных предметов, следы ртути и 3 погребальные камеры. Но самое странное, стены туннеля были покрыты перротином, минералом, который при определенных условиях придает поверхности металлический блеск. Стены буквально светились. Зачем? Это до сих пор остается загадкой. Туннели под Иерусалимом. Под старым городом Иерусалима скрыта сложнейшая система подземных ходов, датируемых разными эпохами, от бронзового века до крестоносцев. Но среди них есть участки, происхождение которых не установлено, вырублены в скале под углами, которые указывают на астрономические ориентиры. Некоторые коридоры ведут в тупики, без видимой практической цели. Британские исследователи XIX века, первые европейцы, прошедшие эти ходы, описывали их как построенные не людьми. Что если история подземной архитектуры куда длиннее, чем нам известно? Что если под нашими ногами ответы на вопросы, которые мы еще не научились задавать? Туннели продолжают находить, исследования продолжаются, а тайны те множатся. Подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, в каком из этих мест вы бы рискнули побывать.